Привет, вы на канале «Пройдемся по Канаде». И сегодня мы прогуляемся на речном пароходике. И пройдемся по замку Волта. Выезжаем очень рано. От нас до 1000 островов 300 километров. Или 3 часа пути, если без пробок. Корабль отчаливает в 9:30 утра. И нехитрая арифметика подсказывает, что выезжать надо до 6 утра, до восхода солнца. Так и пробки в Торонто избежим, и в тот же день вернемся назад, не слишком поздно. Доехали без приключений. Солнце уже высоко. Заезжаем в городок под названием Гананок, что в переводе с индейского языка «город на 2 реках». На арке же написано, что Гананок — это ворота 1000 островов. И они правы. Местный порт самый близкий к островам на канадской стороне. Городок небольшой, 5000 населения. Но есть парки, старые отреставрированные дома, отели и кафешки. Туристическое место. Мы нагрянули в будний день в пятницу, в конце июля. Поэтому даже на парковке место легко нашлось. Сразу в порт. Билеты на пароход куплены онлайн. Но есть особенность экскурсии. Замок, к которому мы поплывем, на стороне США. И надо иметь либо канадский паспорт, либо визу, чтобы посетить его. Паспорта проверяют до посадки. Вон, Полина прячет его в сумку. Интерьеры корабля потертые и не блещут дизайном. Окольцевали всех бумажными браслетами. Это билет на вход в замок. Чтобы целый корабль народу очередь на кассах не создавал. Всего 3 палубы. Мы уселись на нижней. На открытой палубе наверху можно обгореть под солнцем. На нижней палубе свободно, и мы заняли лучшие обзорные места. Еще и окошко рядом открывается. Рядом в порту копия нашего корабля. Это тоже экскурсия. Отчаливаем строго по расписанию. Капитану надо 3 экскурсии за день успеть. Каждая на 3 часа. Соседний корабль с часовой экскурсией, без посещения замка. И в США въезжать, или тут уместно сказать вплывать, не придется. 1000 островов — это архипелаг, который находится в месте слияния Великого озера Онтарио и реки Святого Лаврентия. А точнее, это исток реки. Озеро, оно выливается в реку. Все это находится между Торонто и Монреалем. Ближайший же город Кингстон всего в 30 километрах. Экскурсии плавают и из Кингстона, но Гананок ближе к островам. Несмотря на невзрачный внешний вид, двигатель корабля мощный, и он развивает приличную скорость. Вскоре начинаются острова. Без умолку в громкоговоритель на английском и французских языках проводят экскурсию. Река Святого Лаврентия была главным водным путем, связывающим Европу и Канаду. Я бы сказал, что корабли плавали по реке задолго до основания первого поселения. А дальше все шло по нарастающей. Место коварное. Есть множество скал и перепадов глубин, и много кораблей и барж затонули в местных водах. Даже экскурсии появились для ныряющих с аквалангом. Это уже после 90-х годов, когда в местные воды заселилась зебра-моллюск с южных озер России и Украины. Моллюск – инвазивный вид, размножился в невероятных количествах и отфильтровал мутные воды озера и реки, и видимость под водой позволила разглядывать остатки затонувших кораблей. Неподалеку находится биосферный заповедник, поэтому тут полно разных птиц, а для цапель так вообще основное место гнездования. Нам попались сегодня бакланы и орлы. Продолжая пружинность, реки полны рыбы, и рыбалка здесь весьма популярна. Говоря про острова, нам представляется много воды и где-то там клочок суши. Здесь все наоборот. Порой островов по площади больше, чем воды. Для загородных домов и коттеджей все мечтают получить место на берегу. Здесь, на 1000 островов, таких домов, что у самой воды тысячи или десятки тысяч. Мы уже заплыли в воды США.
и над домами развиваются американские флаги. Неплохие такие дома. Я посмотрел на цены. Не меньше, чем в Торонто стоит, и речь идет о сумме не меньше $1 миллион. С другой стороны, название штата тоже звучит неплохо. Мы в штате Нью-Йорк. Так что стоит ли удивляться, что недвижимость в Нью-Йорке такая же дорогая, как и в Торонто? Весь путь нам будут попадаться лодки и катера. Здесь это один из основных видов транспорта. Так что рядом с домами полно гаражей для водной техники. Не просто голые причалы, а целые строения с крышей и воротами. Удобно. Иногда крыши гаражей используют не по назначению, а может быть наоборот, именно для ныряния в воду и строили. Остров, мимо которого мы плывем, большой и со стороны не отличается от обычного речного берега. Дома стоят рядами вдоль воды. Где-то есть и участки побольше, где дома уже на большой территории и прячутся среди деревьев. Но мы же на архипелаге. Островов тут куча. Даже название 1000 островов намекает на это. Но на самом деле островов не 1000, а 1864. Половина островов принадлежит Канаде, а половина принадлежит США. Многие острова находятся в частной собственности, но есть и острова, принадлежащие национальным паркам, то есть государству. Есть острова, стоящие посреди водных просторов, в отдалении от всех. Если кажется скучным жить в одиночестве, можно найти пару островов неподалеку друг от друга. Тогда к соседу можно за солью обращаться. Ну или вместе на рыбалку сходить. Хотя тут и ходить никуда не надо, так, во двор выйти. Если плыть к соседу лениво, можно мостик построить. Этот остров еще без соседа. Вот этот дом побогаче. Участок больше, ухожен, даже газон стрижен. И мостик ведет на соседний островок, где уже есть еще один домик. Хотя нет, не считается. Чтобы получить статус острова, надо, чтобы 2 дерева росло. А иначе не остров, а так, скала. А следующий мостик уникален. Это самый короткий мост между Канадой и США. Маленькие острова и маленький мостик промелькнули моментально. Обычно же мосты между странами выглядят как-то так. Здоровущий мост. Открывал этот мост президент Рузвельт и канадский премьер-министр Маккензи Кинг где-то в конце 30-х годов. Вообще, место легендарное. Во время сухого закона здесь среди островов промышляли многочисленные контрабандисты, перевозящие через границу алкоголь. Пара их уловок мне запомнилась. Так лодки красили в 2 цвета, для того, чтобы когда лодка возвращалась с контрабандой, то казалось бы, что это другая лодка, а не одна и та же, снующая туда-сюда. Но больше понравился трюк с солью. Это когда алкоголь прятали в мешки с солью, и когда полиция нагоняла, то все сбрасывали за борт. Через день-другой соль растворялась в воде, и мешки всплывали, и их можно было подобрать. Сегодня сухого закона уже нет. Тогда контрабанда шла из Канады в США. Сегодня наоборот, акцизы на спиртное в Канаде выше. И при пересечении границы, когда вы едете из США в Канаду, вас обязательно спросят, сколько спиртного с собой везете. Вот вдалеке показался и наш пункт назначения – замок Болта. Джордж Болт – магнат, сколотивший состояние на отельном бизнесе, строя самые шикарные отели для самых богатых людей. Так, Астория – один из его проектов, совместный с семейством Асторов, самых богатых людей до нефтяной Америки. Работая для богатейших, он и сам разбогател. Начав как официант, он стал одним из состоятельных людей Америки, миллиардером, если мерить нынешними мерками. После успеха в строительстве самых больших и шикарных отелей в Нью-Йорке и Филадельфии, Болту глянулся остров, на котором он решил возвести самый большой частный дом США того времени. 50 на 60 метров, 6 этажей, 127 комнат, 30 ванных, 365 окон. Гранит, итальянский мрамор, дуб и орех в строительстве и отделке. Архитектурное бюро. Все по высшему разряду. Цена составила $2,5 миллиона того времени, что порядка $100 миллионов сегодня. Работа кипела в 1900-1904 годах, больше 100 лет уже замку. И сегодня мы все это посмотрим, так сказать, устроим рум-тур. Причаливаем. По сходу с корабля очередь на паспортный контроль. Пограничники США проверят паспорта и визы. Дальше причал для малых судов. Видите лодки? Сюда можно причалиться бесплатно на своем катере. Пограничный контроль пройден. Остров по очертаниям напоминает сердце и был переименован в остров Сердца. И не только за форму, но и по замыслу.
Весь этот шикарный замок Болт строил для своей любимой жены в качестве подарка, который хотел представить на День Святого Валентина в 1904 году. Они поженились, когда ему было 26, а ей 15 лет. И спустя четверть века, на момент постройки замка, их любовь не угасла. Болт родился в Пруссии. Отсюда и копирование стиля немецкого замка. Но не холодных серых стен, а замка с наивысшей степенью комфорта тех лет. Но пройдемте наконец-то внутрь. Начинаем с фойе. Высота потолков с лепниной, мраморные полы, шикарная лестница, куча пространства. А вишенкой является витражный купол на высоте более 20 метров. Книги не для декора, Болт много читал. Еще одна дань немецкому стилю – орган в бальной комнате. Бальная освещена электрическими лампами. Это сейчас обычное дело, но в дореволюционные времена это круто. Лепнина на потолке. Передаем привет. В зале с органом все смотрятся органично. Но перейдем по фойе на другую сторону. Комнаты начинаются с библиотеки. Опять ломка стереотипов. При слове «библиотека» в мозгу возникает картина рядов столов и посетителей, уткнувшиеся в книги. Здесь же библиотека на одного посетителя. И мы все знаем имя этого посетителя. Далее идет комната для встречи гостей. Очень светлая и красивая. Как говорится в описании, здесь прибывающим гостям предлагали освежающие напитки, пока слуги доставляли багаж по гостевым комнатам. Далее комната для бильярда. Отделка деревянными панелями напомнила мне стены Московского университета. Ну и освежившись напитками в комнате для встреч и наигравшись в бильярд, можно выйти на свежий воздух на просторную веранду. Тут даже камин есть, что весьма уместно. После заката солнца холодает, озеро Онтарио холодное. Нагуляв на свежем воздухе аппетит, далее проследуем в столовую. Мне всех больше понравились подоконники, на которых можно устроиться с комфортом. Живя в Канаде, начинаешь скучать по подоконникам. Стены замка достаточной толщины для их обустройства. Опять дубовые панели, электрические лампы. Честно говоря, я очень рад, что интерьеры без позолоты. А европейские корни хозяина выдают детали отделки, которые впору какому-нибудь тевтонскому барону. Столовое серебро. Кстати, ложечек нет. Фарфором в те времена было уже не удивить. Далее комната дворецкого, командующего слугами и официантами. Он увольнял и нанимал работников, а также следил, чтобы все было в порядке. А кухня поразила опять-таки обилием окон и кухонным оборудованием. В прошлом хозяин начинал как официант. Видимо, и сюда любил заглядывать. Сделал как для себя, чтобы приятно находиться было. Под находиться я имею в виду прокрасться ночью к холодильнику и ни обо что не споткнуться. Да что мы все о барине-то да о барине. Пора и о людях подумать. Столовая для служанок. Чего-то маловато для дома в 120 комнат. А это столовая для официантов и слуг. Опять с шикарными видами из окна. Рядышком черный вход. Далее по лестнице на второй этаж. Это этаж со спальнями. Первая – спальня старшего сына, Джорджа Болта-младшего. На момент постройки замка ему было около 25 лет. Достаточно аскетичная комната. Но не забывайте, это всего лишь загородный дом. Шторка для камина прекрасна. Далее комната любимой жены. Спокойный интерьер и шикарный балкон. Вообще, Луиза, так звали жену, на момент знакомства была дочерью владельца клуба, в котором работал Болт. А свой первый собственный отель, положивший начало их бизнеса, они заполучили в качестве свадебного подарка. Посмотрите, какой же шикарный балкон. Далее ванная комната. Напоминаю, год постройки 1904. Не удивлюсь, если полы с подогревом. Тогда их делали, прикладывая под полом дымоходы. И сантехника. Винтаж. Комната дочери. 21 год на момент постройки. Комната меньше.
но в том же стиле, что и у Луизы. Кловер, так звали дочь, училась в Манхэттенской школе, где танцы преподавала Айсидора Дункан, муза Есенина. Всем, кто поставил лайк под видео, привет! Дальше комната дочки для тусовок. Кловер была младшим ребенком, любимой дочкой. Конечно, ей отвели эту дополнительную комнату. А то где с подружками встречаться? Не в бильярдной же. Красивая семья, устроенная жизнь, но случилась беда. Не дожив до дня рождения, который совпадал с днем Святого Валентина, от сердечного приступа Луиза, любимая жена, для которой возводился замок, умерла. Болт немедленно остановил все работы и больше никогда не ступал на остров. 70 лет замок был открыт всем ветрам и медленно разрушался, в том числе и от рук вандалов, а крышу одного из строений вообще сожгли во время запуска фейерверка. Построено было основательно, поэтому в 70-х годах парк Тысячи островов выкупил замок за бесценок под обещание восстановления. С тех пор восстановили пару этажей. Цель была восстановить до состояния, когда Болт остановил стройку, что и было выполнено. Этажи выше второго были отделаны в черне, без изысканных интерьеров. Так что восстановили даже с запасом. Витражный купол, по-моему, не был тогда установлен, но был заказан, так что сохранились все чертежи, и его смонтировали в настоящее время уже для туристов. Сам Болт пережил жену на 12 лет и умер в своей гостинице «Астория» в Нью-Йорке в декабре 1916 года, оставив детям свое огромное состояние. И, конечно, ходят байки, что ночью, когда никого нет на острове, в замке порой видны огни, и женщина в белом бродит по его комнатам. А такой вид открывается с самого высокого балкона. В этот раз привет всем, кто подписан на наш канал. От крыши до уровня земли 6 этажей. На нижнем уровне тоже без чистовой отделки, но бассейн восстановили. Достаточно шаг ступить на улицу, и ты окружен чудесной природой Тысячи островов. В те времена не было кондиционеров, и летом, когда в Нью-Йорке жара, здесь было очень комфортно. Я поначалу думал, что Болт скрывал стройку, чтобы сделать сюрприз жене, но на самом деле нет. Самые первые возвели эту башню, в которой и жили во время летних каникул всей семьей. Это вы сынишка с этим, с осетром. Браконьеры. Судя по интерьерам башни, здесь хозяйка не принимала участия. Она вообще-то понимала толк в дизайне роскошных интерьеров и занималась этим в отелях. Здесь же в башне чувствуется рука мужика. Вид на воду через бойницы, а не широкие панорамные окна. На стенах безвкусный декор. Рыцарь с косолапием и плоскостопием. А в подвале вообще не спа, а дорожка для боулинга. Кажется, после этого Луиза могла подвинуть мужа в сторонку и вместе с дизайнерским бюро взяться за основной замок, а также за второе вспомогательное строение, выглядящее как средневековый замок, но с башней с часами. Это оно пострадало от пожара от рук вандалов. Ни за что не догадаетесь, что внутри. Папам! А там динамо-машина и аккумуляторы. Хотел сказать, Тесла делал, но нет. Никола Тесла хоть и жил в те времена в Астории, а следовательно был лично знаком с владельцем замка, но электричество по острову было протянуто постоянного тока, то есть по заветам Эдисона. Зато Тесла сделал гидроэлектростанцию на Ниагарском водопаде. Здесь же динамо-машину приводили в движение паровыми машинами, поэтому и спрятали в отдельное здание, чтобы не шумели. Механики жили здесь же, на верхних этажах. Тот момент, когда просыпаешься от того, что нет гула, значит, что-то поломалось. Ну что скажешь? Покупаем хороший дом? Берем. Не торгуюсь.
С самого начала не заметили, но на верхушке виден олень. Это герб семейства Болта. Когда денег много, а родословной нет, начинаешь заморачиваться таким. Также всю экскурсию по замку не покидает ощущение, что строили себе дом, а все равно гостиница получилась. Шикарная гостиница по меркам тех времен. Также на фоне шика здания. Парк и его украшения фонтаны выглядят не очень. Пустовато как-то. Хотя что я говорю, здесь надо отдыхать на воде. Вон и на том берегу виден яхт-клуб Болта. Время, выделенное на посещение замка, подошло к концу. Возвращаемся на корабль. Мимо сердец. И, как мы уже знаем из истории, сердец разбитых. Осмотрели не все, 2 часов не хватило. Теперь спешим. Догоняй! Уже с воды рассмотрим триумфальную арку. Сюда должны были вплывать катера с почетными гостями. Ну а мы с почетом под канадским флагом покидаем остров. На обратном пути в Гананок давайте посмотрим на лодки. Есть очень серьезно оборудованные 4 подвесных мотора. Это скоростные катера. Думаю, до 100 км в час может разогнаться. Как и этот, обогнавший нас как стоящих. Большинство плавсредств попроще. Симпатичные ретро и совсем простенькие рыбацкие лодки. Попадаются и прогулочные катера, как у нас. А есть и трансатлантические танкеры, которые на самом деле плывут быстро. Птицы пытаются обжить все доступные места, устраивая гнезда. И не просто птицы, а орлы. И тут мы видим водные мотоциклы, орущие моторами прямо под гнездом. Самый нелюбимый мной водный транспорт. Шум, вонь и всегда гоняют почему-то близко к месту отдыха. Берите пример с парусных яхт. Тишина и красота. А мы снова приплываем под мостом. Думаете, тот же самый? Нет, это уже другой мост. Таких больших мостов тут 2. Один в США, другой в Канаде. Замок Болта здесь, отметил сердечком. А в Гананок мы плывем сюда. Стрелочка в левом верхнем углу. Также на канадской стороне есть смотровая башня, до которой можно доехать по мосту. И границу США пересекать не придется. С башни открывается чудесный вид. Для этого и строили. А можно получить похожий вид и в парке, где парковка $8 с машины, а не $15 с человека, как на башне. Не переключайте, это не реклама. Соус «Тысяча островов» имеет прямое отношение к 1000 островам. Его рецепт появился здесь. А Болт, тот самый, который возвел замок, сделал соус популярным, подав его в ресторане «Астория» в Нью-Йорке для самой богатой публики. И с тех пор соус получил всемирное признание. Макдональдс использует вариант на базе этого соуса для своих бигмаков. Бутылки с соусом даже продаются в баре на корабле. Ну а мы вернулись в Гананок, строго по расписанию. На этом видео подошло к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. До встречи.